Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress. Ну, а первый я покажу бусинки, какие я получила. Такой замечательный цвет, зеленый. Давно я хотела такие бусинки. Написано у продавца, что это натуральный авантюрин. Но я думаю, что это не натуральный. И нам не знаю, почему так они пишут. Или это перевод такой делают. Не похожий он на натуральный авантюрин. Скорее всего, это тонированный кварцит или еще что-то тонированное, так как проглядывается и краску видно, разводы такие зеленые. Но бусины неплохие. Мне они понравились очень даже. Они все ровненькие, даже нет ни одной со сколом. Ну и цена, конечно, у них бюджетная. И потом, конечно, я искала кулон. Искала кулон к этим бусинкам. И посмотрите, вот такой кулон. Точно такого же цвета. Написано тоже авантюрин. И один в один цвет подошел. На этой страничке очень много разных камней. Это, как видите, цветочек, роза, скорее всего. Вот такая вот вырезанная из камня. Очень красиво это все сделано. Понравился мне такой кулончик. И кулон 33 миллиметра. Здесь такой простой бейлик. Можно его заменить на другой. Я еще не знаю точно, с какой фурнитурой я буду делать. Но бейл я поменяю на более красивый. И в пакетике был шнурочек. Он, конечно, мне не понадобится. Вот такой вот замечательный кулончик просто. Милота. Очень понравился. Ну и еще покажу вот такой кулон. Тоже понравился. Тоже написано, что это авантюрин в форме капельки. Здесь, как видите, очень оригинально выполнено все под серебро черненное. Бейлик аккуратно все так сделано. И такая шапочка плоская. Вот так был сзади. И вот этот камень мне больше понравился. И он больше похож на авантюрин. Он немного бледнее по цвету. И я определенно покупала к своим бусинам. У меня очень давно лежат вот эти бусинки. Такие овальные, как видите, да? И я очень довольна, что и по цвету подошли хорошо. Я думаю, будет в украшении сочетаться. Такие овальные бусинки. Один в один цвет. Когда-то я покупала украшения в Москве. Длинное было украшение из этих бусин. И вот сохранила я. И такой замечательный кулончик. На этой странице были несколько вариантов. Не такое большое разнообразие, как с розочками. Очень понравилось мне. Красиво смотрится. А вот еще кулончик покажу. Да, у меня еще кулончики есть. Это такой большой кулон 40 на 60 миллиметров. Здесь тоже черненное серебро. Цвет такой. И на этой странице были тоже разные вставочки. Здесь у меня перламутр, как вы видите, натуральный. Но здесь очень крупный вот такой бейл. Здесь можно даже несколько рядов провести. Если сделать многорядное украшение, можно из перламутровых маленьких бусин собрать впереди, например.
Ну, не знаю, посмотрю, буду я менять его или нет. Этот бейлик можно поменять. Ну, когда буду делать украшения, уже я потом посмотрю. Еще кулончик посмотрим. Вот в такой коробочке приходит. Было завернуто еще в пупырку. Здесь прилагается и шнурочек к кулону. На этой странице много разных кулонов. И перламутровые есть. Я когда-то покупала с перламутровой подвеской. Есть у меня такой кулон. Почему я решила вот этот взять полосатый? Так как у меня есть бусинки. Вот такие бусинки. И такой же был кулон на страничке у продавца. Но пришел мне другого цвета. Я очень, конечно, расстроилась. Вот эти бусинки у меня давно лежат. И думала, вот сделаю украшение, чтобы не валялись. Было бы очень хорошо и замечательно в украшении с кулоном. Но в итоге мне пришел вот такой цвет. Видите, да, здесь какие оттенки. Написала продавцу, что мне прислали другой кулон. Говорит, того кулона нет в наличии. Ну, могли бы написать хотя бы, что нет в наличии. Я бы, наверное, другой выбрала или вообще отказалась бы. Теперь мне к этому кулону надо подбирать бусинки. Вот такой вот огромный кулончик. Тоже хорошо подходит, да, зеленый цвет авантюрина. Следующее это швензы. Они в одном лоте были. Просто выбираем уже какой цвет нужен. 30 штук в комплекте. И я пополам выбрала бронзовые и медные. Так как в этом магазине продается все оптом. Ну не все, но вот такие швензы только оптом. Медного цвета и бронзового. И формы швензы есть разные. В этом магазине решила купить медный и бронзовый, так как очень проблемно сейчас выбрать бронзовые и медные швензы. Дешевые такие приходят все погнутые, поломанные. Ну, а эти мне понравились, неплохо смотрятся, тоненькие, аккуратненькие. Ну, конечно, не бывает идеально хороших. Есть некоторые, которые надо поправлять, затягивать где-то, чтобы не было люфта. Ну, а так в основном они все приличного качества. Мне понравились. И цвет такой красивый, меди и бронзы. Написала пополам мне положите цвета. Так и пришли они. И еще из этого магазина вот такие швензы. Сейчас покажу. Здесь уже у меня 20 штук. 10 пар сережек будет. Вот такие вот застежки для сережек. Здесь они потолще, чем эти. Намного. Вот так отличаются по толщине. Ну, тоже неплохого качества. И покрытие мне понравилось. Неплохо сделаны. Но бывает тоже где-то в каких-то люфт. Надо поправлять каждый раз швензы. Почему? Нам не присылают все качественное, чтобы не надо было поправлять. Вот бывает обидно, да? Трудно найти хорошие серьги, чтобы были без брака. Ну, а в основном здесь также все мне понравилось. И размер хороший. Вот видно вам, да? Эти поменьше, эти немного побольше. Визуально это видно. Если посчитать пару, дешевле выходит пара, если брать оптом.
Еще в этом магазине я купила вот такие пины. 2 сантиметра, маленькие самые. Нет, наверное, еще меньше есть. 16 миллиметров. Так как мне нужно было закручивать много бусин. И у меня только длинные, и жалко обрезать очень много. Я вот заказала 300 штук. Я напишу сколько. И чем длиннее, тем их меньше в количество. Ну, неплохие, хорошие. И шарик такой не маленький. Бывает, шарик маленький проваливается в отверстие бусинки. Ну и согнуть можно, видите, и рукой, пальчиком. Неплохие, хорошие, и цвет хороший. Ну и оптом их надолго хватит, я думаю. Если, конечно, не крутить по 100 штук на украшение одно. Еще в этом же магазине я вот такие серьги купила. 3 сантиметра диаметром, потому что размеры были там разные. Можно подобрать, какие вам хочется. Но это с покрытием. 6 штук, 3 пары сережек получается. Я их покупала именно для вот этих целей. А обшить бисером, оплести вот так вот. Я уже быстренько сделала вот такие сережечки. Бисер у меня из Мелодия бисера. Такой нежно-голубой и золотой цвет. И попробовала, мне понравилось. Теперь надо еще и другие оплетать. Красиво смотрится. В ушки так замечательно. Конечно, можно здесь бусинки, я думаю, еще нанизать. Или даже проволокой приплести бусинки. Тоже я хотела так попробовать. Ну, посмотрю, что я придумаю из этих сережек. Цепочка. Это нержавеющая сталь. Я вам показывала такую цепь. У меня совсем ее мало осталось, так как делала 2 украшения и их использовала, эти звенья. Очень хорошо они смотрятся в украшении. И твердый металл, прочный. И мне понравилась эта цепь. Метр в лоте. И сейчас покажу бейлы. Вот такие интересные бейлы. Тут у меня несколько кулонов было, и я не знала, какой поставить бейл. На этой странице 2 размера таких бейлов. Я выбрала побольше. Думаю, чтобы не промахнуться. Маленький вдруг не подойдет. Ну вот посмотрите, как интересно смотрится, да? Вот они, эти штырьки. Вот здесь надо инструментом разгибать. Руками трудно. Надо разогнуть. Сейчас я попробую это сделать. Вот так вот берем. И вот у меня кулончик, например, да? Ну, вот так вот будет смотреться. И здесь уже можно проводить тросик или мемори проволоку. Здесь нет страз никаких, просто такой интересный рисунок. Как будто бы стразы сверкают, да? Понравились они мне, неплохие. Еще у меня вот такой кулон. Я сначала хотела его обшивать, потом передумала. Он такой крупный и тяжелый. Думаю, обошью, вообще будет тяжеленный. Но и жалко обшивать такую красоту. Здесь столько много интересного внутри можно разглядывать. И вот я посмотрела, он хорошо подходит к этому бейлу. И хочу вот поставить на этот кулон. Вот так будет, да?
Ну и были поменьше, конечно. Такие бейлы, как я сказала, тоже хочется и поменьше. Но и я потом искала еще бейлы черного цвета. Я думала, вот этот вот магнезит, кулон и бусины у меня такие, с черной фурнитурой попробовать собрать. И это бейлы, по-моему, магазин Юля. Ну вот так вот. Они маленькие, такие аккуратненькие. И хорошо становится именно для этого кулона. Мне понравилось. Ну, я не буду сейчас загибать это. Здесь стразика 2 видно, да? Такие маленькие, аккуратненькие. 4 штучки в комплекте. И на этой странице были не только черные, и варианты другие были, и цвета разные, в серебре и в золоте. Вот такие. И формы были другие. Я самые такие тоненькие, маленькие выбрала посмотреть. Ну, понравились, хорошенькие. Вот как видите, они хорошо подходят вот к таким кулонам. Вот такой интересный у меня сегодня был обзор. Если вам что-то понравилось, все ссылки, как всегда, под видео. Желаю вам творческих успехов, ну и, конечно, хорошего настроения. Ставьте мне лайки, мне будет приятно. Подписывайтесь на Дзен, пишите комментарии, будем общаться. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!